Сбежавшие зэки ворвались в дом одинокого старика, думая, что перед ними легкая добыча. Старик сидел у окна и даже не сопротивлялся. Они переворачивали дом вверх дном, пока один из них не приставил нож к его горлу. И только тогда они поняли страшную ошибку. Потому что под кроватью у деда жил тот, кого они точно не ожидали там встретить. Старика звали Иван Кузьмич. Он жил в небольшой избушке на окраине деревни. Дом стоял немного в стороне, к нему вела тропинка через овраг, по которому был перекинут старый мостик. Недавно Иван Кузьмич с большим трудом его починил. Годы уже были не те, трудно держать равновесие на шатких досках. Поэтому он установил еще и перила. Работал почти 2 дня. Зрение подводило, руки уставали, но мостик получился крепким и даже аккуратным. Из окна дома открывался красивый вид. Мостик над оврагом, рядом рябина, а дальше крыши деревенских домов. Иван любил сидеть у окна и смотреть на деревню. Зимой на дым из печных труб, летом на ласточек в небе, осенью на алые грозди рябины. А вот раннюю весну он не любил. Когда снег уже сошел, но вокруг еще холодно, земля покрыта прошлогодней травой, а голые ветки деревьев тянутся в разные стороны. Все кажется спящим и беззащитным. Именно в такую раннюю весну, несколько лет назад, с Иваном произошла странная история. В лесу он нашел раненую волчицу, совсем молодую. Кто ее ранил, он так и не понял. То ли охотники, то ли свои же волки. Иван принес ее домой и стал выхаживать. Несколько ночей почти не спал, следил за дыханием зверя. Волчица то приходила в себя, то снова теряла силы. Но она выжила. К лету волчица уже уверенно бегала по лесным тропинкам рядом со своим спасителем. Иван назвал ее Мохнатая. У нее был необычный пушистый воротник с белым отливом, будто праздничная горжетка. Поведение у нее было удивительно спокойным, почти собачьим. Она была ласковой, послушной и быстро привязалась к человеку. Так и стали жить вместе, 2 одиноких существа. Домик был маленький, но места хватало. Мохнатая обычно лежала на кухне под столом. Там ей было спокойно, как в норе. Иван даже сделал ей будку во дворе, но волчица предпочитала дом. Однажды ранней весной случилось несчастье. Иван сидел у окна и вдруг увидел 3 мужчин, которые шли по тропинке к его дому. Издалека они показались обычными людьми, но позже оказалось, что это были сбежавшие заключенные из колонии неподалеку. Мужчины ворвались в дом без стука и начали переворачивать все вверх дном в поисках еды и денег. У старика почти ничего не было, немного картошки и несколько банок тушенки. Мохнатая все это время тихо сидела под столом. Но когда один из бандитов подскочил к Ивану с ножом и стал требовать деньги, волчица молча бросилась на него и вцепилась в горло. Мужчина даже вскрикнуть не успел. В тот же момент раздался выстрел, у беглецов было оружие. Пуля попала в Мохнатую, и она упала. К счастью, выстрел услышали преследовавшие преступников патрульные. Через несколько минут в дом ворвались солдаты, задержали бандитов и увезли их. Иван остался жив, но Мохнатая была тяжело ранена. Снова начались бессонные ночи и борьба за ее жизнь. Волчица выжила, но полностью не оправилась. Одна передняя лапа осталась поврежденной. Она могла ходить только на 3. Зимой Иван заметил, что Мохнатая понемногу приспособилась к своей травме. Но в феврале она вдруг исчезла. Следы на снегу показали, она ушла в лес. Иван понимал причину. У волков в это время начинается брачный период. Мохнатая просто последовала зову природы. Он долго искал ее следы, ходил по лесу, ждал по вечерам на крыльце, но она так и не вернулась. Прошла еще одна зима. Иван иногда надеялся, что у волчицы все хорошо, а иногда боялся, что ее уже нет в живых. И вот однажды ранней весной, когда он сидел дома, ему показалось, что на заднем дворе мелькнула какая-то тень. Старик насторожился и осторожно открыл дверь. На пороге лежали 4 маленьких волчонка, совсем крошечные, только открывшие глаза. У каждого был тот самый светлый воротник. Чуть поодаль сидела Мохнатая. Она сильно похудела, раненая лапа была поджата, но морда выглядела спокойной и счастливой. Иван позвал ее, но она не подошла, только слегка махнула хвостом. Старик понял все без слов. Мохнатая стала матерью, но из-за раненой лапы ей было трудно добывать пищу для малышей, поэтому она принесла своих детенышей туда,
где когда-то спасли ее саму. Иван молча поднял волчат и занес их в дом, а мохнатая, убедившись, что ее дети в безопасности, тихо ушла обратно в лес.